Ребята, привет из солнечного, жаркого, летнего Новороссийска. Зацените мою новую прическу. Я обрезала наконец-то волосы, как и хотела. Очень этому рада. Волосы вырастут, а мои ощущения, что это какая-то новая я, они со мной прямо сейчас. Всегда совершайте такие поступки, если вам это нужно психологически. Мне это нужно было именно психологически. Именно психологически ощутить, что я какая-то другая, более красивая, я надеюсь, с новым каким-то образом, образами и так далее. На самом деле я решила записать подводку к этой серии влога, потому что он получился немножко таким сумбурным, немного таким миксом, а, чуть-чуть о рутине, точнее много о рутине. Я мало гуляла на этой неделе, больше времени проводила дома. Ну, так просто вышло. И да, середина лета. Я на пляже была ровно 2 раза. Вода уже прогрелась, говорят. Ну, возможно, завтра окунусь. Но не сегодня. Сегодня не взяла с собой купальник, просто гуляю, пью холодненький кофеечек, записываю вот это видео, немножко других видео. Короче, очень надеюсь на вашу поддержку. Даже если вы не досмотрите этот выпуск до конца, что будет очень грустно для меня, хотя бы поставьте лайк и подпишитесь. Я каждую неделю стараюсь рассказывать о том, как живу здесь, в Новороссийске, и как путешествую, чем занимаюсь, из чего, собственно, складывается рутина жителей у моря. А если у вас есть вопросы, вы можете их в комментариях написать, и я обязательно на все отвечу. Доброе утро. Вот такой вот завтрак у меня сегодня. Вареное яйцо, кусочек тунца из банки, руккола и капусточки немножко. Стараюсь сейчас прям по низкой калорийности питаться, потому что хочется сбросить вес. Чуть больше года назад у меня получилось это сделать. Поэтому я знаю, что это точно возможно, и все зависит только от нас. Короче, вот так. Погода классная, конечно. Туристов уже очень много в городе, их сразу с первого взгляда можно отличить, кто турист, а кто местный. Потому что, они специфично себя ведут. Ну что, доброе, мокрое утро, Новороссийск. У нас дождь за долгое время. С одной стороны, я ему рада, а с другой стороны, сегодня суббота. И у меня единственные 2 выходных. И сегодняшний день, по прогнозам, будет дождливо. Алиса, когда закончится дождь? Дождь закончится завтра в 5 часов утра. Просто хочу пожелать вам, чтобы все дороги вели к морю. Я очень люблю, те дороги в нашем городе, которые вот так вот перпендикулярно морю расположены, и ты идешь, ты видишь, в моем случае это все-таки бухты кусочек, но тем не менее, бухта же часть моря у нас. Вот в городе у нас уже очень много туристов. Не прям очень-очень много, но я вижу даже уже по своему дому, так как у нас большая часть людей селятся в квартиры. Вот, и сразу видно людей, которые отдыхают, ходят на пляж, одеваются как бездыхи, простите за это слово, как туристы. В общем. А как понять, что перед тобой не житель Новороссийска обычный, а приезжий человек, отдыхающий, можно так сказать. Это отдельная категория, потому что тут есть люди, которые в командировках и так далее. Они, конечно же, одеваются как городские.
Ну, а те, кто приезжие, одеваются, как будто они в какой-то определенной деревне, что ли, я не знаю. Ну, то есть они одеваются как на пляж, там в сланцах, в шортах, в майках, идут с надутыми всякими вот этими купальными прибамбасами через весь город. Ну, отдельные индивидуумы ходят у нас тут в парео, без маек. Ну, я вообще считаю, что это не очень культурно, но вот такие есть. Ну, то есть с пляжа вы ушли, вы оденьтесь, пожалуйста. Ибо некрасиво, ну, как-то некультурно и неприлично. Делаю сегодня на завтрак омлет из одного яйца, сливочек и добавила вот специи. Возможно, сейчас добавлю еще какой-нибудь зелени. Я, короче, не солю омлет и вообще соли по минимуму использую. Мне как-то она не сильно нужна. Редко мне хочется соленая. Но специи добавляю обязательно. Без специй мне пресновато. Ну и, конечно же, какой же завтрак без вкусного кофе. Я пью проливной. Немножечко вот так вот совсем положим. Кофе молю сама, но чувствую, что надо будет следующее, ну, когда вот это вот все закончится, нужно другой кофеек. И я тут вспомнила, что привезла из Вьетнама еще осенью вот такой вот лювак. Ну, так его не открыла. Короче, надо его потестировать и посмотреть, можно ли вообще этот кофе пить. Ну что, проливаем. О, ароматы просто непередаваемые. Ну, конечно, сливки стоят рядом. Хотела молока купить высокобелкового очень, но мне понравилось. Но вчера в магазине вечером его не было. Я взяла то, что было. В общем, доброго утра. Приятного аппетита всем, кто завтракает. Маслица тоже у меня в спрее. Так меньше расходуется, чем лить его на сковороду. Сейчас подогреется сковородка и вольем омлет. Ну, не знаю, получится ли он прям омлетом, или он получится просто каким-нибудь таким блинчиком непонятным. Вот, со спреем совсем чуть-чуть масла уходит. Очень удобно. Ну, удобно для аэрогриля тоже его использовать. Что, давайте попробуем. Не сильно прогрелось, ну ладно. Не страшно, не страшно. Вот такой вот завтрак у меня получился. Омлет немножко не поднялся, но ничего страшного. Я добавила еще консервированный тунец и квашеную капусточку. Никакой зелени у меня сейчас нет. Ну вот что значит, остается 4 дня до зарплаты. Не купила никакую зелень и потерплю до пятницы. Потом буду. Ну, есть заморозка, можно использовать заморозку. Приятного аппетита. Не знаю, слышно или нет, как цикады орут. Я по делишкам учу на самокате, летом использую его как транспорт, потому что ходить очень жарко. Раз уж у меня такой домашний влог, покажу вам большую закупку продуктов. Ну, день зарплаты, и я решила заказать продуктов сразу, ну, там, на неделю, две и более, потому что тут разные категории продукты. Сейчас покажу, что взяла. Заказывала через Тинькофф их внутренний сервис, потому что там была очень хорошая скидка.
И скидка именно и от пятерочки, и от самого банка. Ну, короче, там совпало. И в итоге закупка у меня на 2000 рублей, но из них 800 рублей, даже больше, будет кэшбэка. Ну, то есть, как бы, очень хорошо. Покажу, что тут есть. Вот такой вот хлеб. Он пойдет у меня в заморозку. И я его буду потом кушать. Йогурты. Парочка штук. Я их ем, из них делаю соусы. Ну, короче, вместо сметаны. Сметану сейчас уже не покупаю. Это сладкая штука. Протеиновые пирожные. Если вдруг мне захочется сладкого. Вообще мне не часто хочется сладкого, но иногда хочется. Но здесь, видите, без добавления сахара. Банан, коллаген. Ну, короче, можно так пополам поделить и кушать по половиночке, например, на завтрак. Далее, что у нас? Заморозка. Брокколи. Тоник для напитков. Не пью его просто так, ну, редко пью, а именно для коктейльчиков. Ну, поставлю, просто будет стоять, как бы ничего с ним не будет. Сырочек теркий. Немножечко взяла сыра, ну, потому что не хотелось много. Так, и что тут у нас? И вот такой сыр творожный. Так, пакет убираем. Второй пакет. Смотрите, что тут. Молочко. Мне очень понравилось, кстати, вот это молоко. В пятерочке продается. Высокобелковое. Оно вкуснее, чем такого же формата. Есть молоко Бомбар, но мне оно не сильно заходит. Далее сливки. Ну, тоже такой продукт, который долго лежит. В холодильнике ненадолго его хватает. Огурчики. Хорошая цена на них была. Так, это что такое у нас? Это оливочки. Дальше что тут еще есть? Яйца обычные. Нут. У меня закончился нут. Я очень его люблю, потому что ну, его можно приготовить, и он классно хранится в холодильнике. И его можно есть даже холодным. Вот. Как я его готовлю? Я замачиваю нут на ночь. И потом еще провариваю где-то минут 40 или даже час. Ну, там, до мягкости, как хотите. Ну, я там не люблю, когда он сильно разварен. Ну, короче, очень вкусно. И он, в отличие от гороха, у него такой более нейтральный вкус, который можно дополнить всякими соусами, просто специями и так далее. Короче, классная штука. Дальше, что еще? Ой, уронила. Почти уронила. Салатный тунец. 2 баночки. Тушеночка. У меня уже, по-моему, такая есть дома. Ну, пусть будет. И вот такой вот фарш из индейки. Короче, вот такой вот набор продуктов. Посмотрите. Вот такой вот набор продуктов. Что-то для долгого хранения. Ну, например, хлеб, потому что я его мало ем. Но при этом, ну, вот сейчас в заморозку кину и буду по мере использования размораживать. Можно даже, кстати, вот эту штуку порезать на части и заморозить именно порционно. Это, кстати, хорошая идея. Вот. Что тут еще надолго? Сладкое надолго. Тунец. Тушенка точно идет в склад. Так называемый. Короче, вот такая вот покупочка. Как вам? Пишите. Дорого, конечно, все. Но что делать? Живем, кушаем белочек по возможности и так далее. Вот, гречка у меня есть, макароны у меня есть, но у меня еще есть в заморозке курица, поэтому живем, питаемся по возможности вкусно и полезно.
тихий квартал, соль на перилах домов. Мы собираем крошки тепла из ветров, рваные кеды, следы по песку до воды. Ты мне киваешь, молча смеясь от стыда. Город у моря дышит медленно и мной. Я ловлю твои взгляды пальцами сквозь прибой. Город у моря смотрит в общее окно. Пусть еще рано навечно, но мне с тобой легко. Фонари днем тускло висят, как сон. Я говорю о глупостях, ты отвечаешь потом. Пальцы в карманах, теплый конфетный пакет. Первый трамвай проезжает, оставив нам этот свет. Город у моря дышит медленно и мной. Я ловлю твои взгляды пальцами сквозь прибой. Город у моря смотрит в общее окно. Пусть еще рано навечно, но мне с тобой легко. Если уедем, ты возьмешь с собой тетрадь. Я заберу твой смех.